Добрый день, друзья! Сегодня будем готовить вкусный, ароматный и супер шоколадный пирог с сюрпризом. Он будет с творожно-кокосовыми шариками внутри. Пирог получается весьма оригинальным и красивым. Приготовление пирога начнем с теста. Разделяем белки и желтки. Для облегчения процесса я буду использовать новое приспособление. Мне понадобится 2 миски, одна большая, другая поменьше. Ставлю приспособление на ту миску, которая больше. Вбиваю яйцо в воронку. И смотрите, что происходит. Белок стекает в одну емкость, а желток в другую. С таким чудо-приспособлением теперь с легкостью можно разделять и несколько десятков яиц. Это не реклама. Я недавно эту вещь увидела на одном японском YouTube-канале и сразу же нашла ее на AliExpress. Конечно же, купила и теперь делюсь своей находкой с вами. Ну а мы продолжаем. Взбиваем в первую очередь белки. Когда начинает появляться пена, всыпаем 30 грамм сахара и продолжаем взбивать до устойчивых пиков. Если правильно взбиты белки, то при переворачивании миски они не сдвигаются и не съезжают в стороны. Также для приготовления теста нам нужен шоколад. Я беру бабаевский. Разламываю его на дольки и ставлю в микроволновку на 1 минуту. Тем временем в другую миску вливаем 4 желтка, всыпаем 30 грамм сахара, чайную ложку ванильного сахара и при помощи миксера взбиваем все до светлой и гладкой массы. По времени это занимает около минуты. Шоколад растопился, я его охладила и теперь выливаю во взбитые желтки. Снова перемешиваю при помощи миксера. Я думаю, вы представляете, насколько получается тесто очень-очень ароматное. Теперь через сито в тесто вводим сухие ингредиенты. 2 столовые ложки муки, 2 столовые ложки крахмала, 4 грамма разрыхлителя, это пол чайной ложки. Также всыпаем щепотку соли и 3 столовые ложки какао. А чтобы тесто было еще более ароматным, всыпаем также чайную ложку ванильного сахара. Перемешиваем все миксером. Тесто получается довольно густое. К нему перекладываем белки и перемешиваем лопаткой. Вмешать белки в такую массу реально, но потребуются большие силы и время. Поэтому я предлагаю сначала ввести в шоколадную массу белки, а затем уже сухие ингредиенты. Так будет намного проще и быстрее. При этом тесто свою структуру не поменяет. В итоге консистенция теста получается очень хорошая. Она не густая и не жидкая. Тесто на время отставляем в сторону и займемся приготовлением творожных шариков. Для этого 250 грамм творога, 50 грамм сахара, 2 желтка, 3 столовые ложки крахмала без горки и 50 грамм кокосовой стружки перемешиваем ложкой. Кстати, если надоели обычные сырники, то обратите внимание на вот такую творожную массу. Получается очень вкусно. Ну и теперь формируем шарики. Они могут быть абсолютно разного размера. Я делала их чуть больше грецкого ореха, и у меня получилось их 10 штук. Кстати, у меня на канале есть похожий рецепт творожных шариков, которые я запекала в духовке. Они получаются очень воздушными. Рецепт простой и к тому же очень полезный. Ссылку оставлю в описании под видео. Выпекать пирог я буду в разъемной форме на 20 см. Можно взять и силиконовую. Дно формы застилаю бумагой для выпечки. Защелкиваю боковую панель, лишнюю бумагу обрезаю и переливаю сразу все тесто в форму. Распределяю его по всей поверхности при помощи ложки или лопатки. Вставляю творожно-кокосовые шарики. Хорошо утапливаю их в тесто.
И согласитесь, даже в сыром виде пирог выглядит очень аппетитно. Ставлю выпекаться пирог в заранее разогретую духовку на 30-35 минут. Выпекаю его при температуре 180 градусов. Готовность проверяю деревянной шпажкой. На выходе она должна быть чистой и сухой. Достаю пирог из духовки и даю ему полностью остыть прямо в форме. Ну и теперь вытаскиваю пирог из формы и перекладываю его на тарелку. Подавать на стол пирог можно и в таком виде. Можно присыпать сахарной пудрой, а можно облить шоколадом. В пироге гармонично сочетается и шоколад, и творог, и кокос, и я уверена, что он вам очень понравится. Пробуйте приготовить сами, делитесь рецептом с друзьями и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе. А разрез пирога просто фантастический. Смотрите, как красиво. Готовьте и радуйте близких. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».